Привет всем самодельщикам и изобретателям! Хочу рассказать о своей новой самоделке, которая стала бесценным помощником в хозяйстве. Иной раз нужно отрезать или распустить доску, нарезать планочек или еще чего-нибудь, а электролобзиком много не напилишься. Поэтому я приобрел недорогую циркулярную ручную пилу, но и она не закрыла все мои потребности в работе, ибо не весьма удобна для моих задач. Но когда я для этой ручной циркулярки сделал столик, вот тут-то работа с этой пилой заиграла новыми красками. Конструкция этого устройства настолько проста, что не имеет смысла показывать процесс ее изготовления. Все элементарно, сейчас расскажу. И наверняка вам захочется сделать такую же. Рассказываю. Я взял лист металла в размерах 600 на 400 мм толщиной 4 мм. В центре сделал паз длиной 200 мм и шириной 5 мм. Подпильный диск, пилу 185 мм. Больше не нужно. Как выглядит устройство с левой стороны и вид снизу. Так выглядит с правой стороны. И еще пару слов о том, как закрепил пилу на столике. Я ориентировался по размерам крепления фирменного столика пилы. Ширина и высота. Можно было бы привинтить и родной столик к листу металла, но он слишком пластилиново-хлипкий. Поэтому я решил сделать свое крепление. Отрезал от 40-го уголка два отрезка по 30 мм, перенес размеры, просверлил в них отверстие, в моем случае это 6 мм, установил на циркулярку, все в сборе, выставил на листе металла и прихватил сваркой. Систему подъема и опускания пильного диска я также скопировал с оригинального столика, только сделал ее из металла 3 мм, чтобы было пожестче и гораздо надежней. И также прихватил сваркой. Рамку и ножки сделал из квадратной профильной трубы 25 на 25 мм. По высоте ножки 280 мм. Со стороны двигателя рамка неполная, сделана специально для того, чтобы не скрадывать вылет пилы. И в заключение, к раме приварил кронштейн, на нем привинчена пластина из текстолита, на которой установил наружную розетку и тумблер. При необходимости циркулярка снимается, ставится заводской столик и работа продолжается. Из приспособлений эта направляющая планка сделана из ровного 45-го уголка. По краям приварены отрезки из 45-го уголка, просверлены отверстия и нарезана резьба на 8. Получилась своего рода струбцина. И еще одно приспособление – это транспортир для реза планок и прочего под разными углами. Ну а теперь пришло время продемонстрировать эту циркулярную пилу в работе. Как для домашней пилорамы весьма универсальный станок. На нем можно изготавливать как планки, рейки для моделизма с весьма высокой точностью, так и пилить брус, дрова и доски толщиной до 60 мм.
Как можно видеть, результат просто отличный. Перед вами идеальные 90 градусов. Вот такой вот классный станок получился. Это просто незаменимый помощник в хозяйстве. На этом все. Спасибо за то, что были со мной, за то, что разделили мой творческий порыв. Делайте классные вещи из ничего. Всем пока, до новых встреч и новых проектов.